Здравствуйте, вы на кулинарный канал Эми. В этом видео я хочу поделиться с вами рецептом классического ванильного бисквита, который использовала для приготовления торта. Бисквит получается очень высоким, очень пышным. Мы будем взбивать яйца с сахаром вместе. Это займет примерно 20 минут. Беру 4 яйца, сразу к яйцу добавляю сахар. Одно яйцо весит примерно 50-55 граммов. Ставлю все это взбиваться. Нам нужно взбить яйца в очень-очень пышный пен. Яйца и сахар разбиваются полностью. Этот рецепт готовится на взбивание целых яиц. Взбивать на скорости не выше среднего, потому что появляются яичные смеси пузырьки, смесь воздуха. Если мы взбиваем их на высокой скорости, то они появляются разного диаметра. Если мы взбиваем на средней скорости, они маленькие и одинаковые. Так что взбить чем дольше, тем лучше. Давайте посмотрим, до какого состояния взбилась. Отличная смесь. Вот такая воздушная пена у нас должна получиться. Держит форму плотно. Бисквит мы ставим только в разогретую духовку. Это тоже важное условие. Ему нельзя долго стоять на столе. Поэтому не забудьте обязательно поставить духовку нагреваться заранее. Сюда подсыпать сухие ингредиенты. Беру кукурузного крахмала, обычную муку высшего сорта и ванилина. Если крахмал именно кукурузный у вас нету, ничего страшного. Просто замените тем же количеством обычной муки его. Удобно добавлять их все сразу и перемешивать. Итак, я соединяю массу с помощью лопатки силиконовой до однородности. Это нужно достаточно быстро, но аккуратными движениями, круговыми. В этом рецепте нет разрыхлителя, потому что он не изменит ситуацию. Абсолютно никак. Бисквит поднимается за счет того, что внутри есть воздух. Если вы не уверены, можете добавить разрыхлитель для подстраховки, но выше он ваше тесто не сделает. Вот такое красивое тесто равномерно получается. Приливаю сюда все тесто. Это тесто хорошо пропекается вовнутрь. У меня кольцо 18 сантиметров в диаметре, высота сантиметр 10. Такое тесто можно в высокую форму полностью вливать. Это будет абсолютно нормально выпекать. Мы выложили все тесто в нашу форму. Убираем его в духовку на примерно полчаса. За полчаса она должна пропечься полностью. Мы достали наш бисквит из духовки. Проверяем зубочисткой. Дали ему немножко остыть. Даже его можно оставить на пару часов, чтобы оно хорошо остыло. Только чем-нибудь закрыть вверх. Теперь очень просто убираем фольгу. Получится вот такая красота внизу. Плотно прижимая нож к кольцу, начну его поворачивать. И убираю кольцо. Остается вот такой красивый бисквит. Наш бисквит готов. Чтобы бисквит стал более упругим, нам нужно убрать его минимум на ночь в холодильник. Чтобы он там не заветрился, замотаем его пищевой пленкой и убираем его в холодильник до завтра. Бисквит кладу на стол. Начинаем ровно резать бисквит струной. Придерживая его сверху рукой, струну ставлю рядом и постоянно контролирую, чтобы она была перпендикулярно стала, чтобы она никуда не загибались. Двигаюсь вперед-назад, и всегда обе ножки находятся на столе. Вот такой идеально ровно бисквит получается. Лучше всего придерживать бисквит рукой, чтобы он не порвался, и медленно довести до конца. У меня получилось 4 идеально одинаковых бисквита. Приготовим крем-чиз. Для крема нам понадобится сливочный сыр. Это именно должен быть сливочный творожный сыр.
У меня сыр Хокланд. Сыр берем комнатной температуры. Также сливки. Сливка обязательно 33-35% жирности. Если вы возьмете меньше жирности, крем у вас не получится. К сыру добавлять сливки и сахарную пудру. Сахарную пудру можете добавить по вкусу. Приготовим начинку для торта. Для этого измельчаю блендером малиновое варенье. Приложу крем в кондитерский мешок, чтобы удобнее было его отсаживать, и слой крема был максимально ровным. Удобнее это делать с помощью стакана, прикладывая небольшое количество крема, с которым мне удобно будет работать. Отрежу кончик примерно 1,5 сантиметра. Я кладу подложку, и первое, что я сделаю, это смажу подложку небольшим количеством сливочного крема, для того, чтобы бисквит приклеился к подложке. Теперь кладу первый бисквит, желательно он был корочкой вниз, по центру немножко придавливаю. И делаю на торте кольцо из крема. Делаю это для того, чтобы наша начинка не вытекла потом из торта. Теперь, выкладывая начинку, вы можете взять абсолютно любые начинки. Главное, начинка не была жидкая. Теперь начинку нужно закрыть слоем крема, начиная выдавливать его с самых краев, постепенно переходя к центру. Теперь разравниваю верхний слой крема лопаткой. Чтобы торт получился ровным, лучше всего использовать кольцо и ацетатную пленку. Слегка прижимаем, чтобы не было пространства между кремом и коржем. Снова делаю кольцо из крема. Теперь выкладываем начинку. Далее сверху закрываем всю начинку кремом. Разравниваем крем с лопаткой. Далее накрываю последними бисквитами. Замотаем ацетатной пленкой. Сверху надеваем кольцо по диаметру нашего бисквита. Тортик мы собрали. Теперь обязательно нужно поставить в холодильник минимум на пару часов, чтобы он настоялся. После этого можно его выравнивать и декорировать. Наш тортик постоял 2 часа в холодильнике. Снимаем с него кольцо и убираем пленку. Он получился максимально вертикальный, без всякого наклона. Сделаю несколько вот таких красивых колец. Немножко добавила крема, чтобы сделать черновой слой. Теперь его разравниваю по периметру тортика. Черновой слой делается, чтобы ни одна крошка не была видна. После выравнивания важно закрыть весь бисквит, чтобы схова бисквита не было. Весь бисквит был покрыт тонким слоем крема. И точно так же покрываю верх торта. Черновой слой мы нанесли. Теперь основной слой с помощью кондитерского мешка начинаю наносить крем. С помощью шпателя начинаю выравнивать наш торт. Мы выровняли наш тортик, теперь нужно покрыть его глазурью. Для этого растопила черный шоколад, сделала глазурь гурме. В шоколад добавила немного растительного масла, обычное подсолнечное масло без запаха. Вот такая текстура глазурь. Вылью глазурь вверх торта. С помощью ложкой подгоняя краешком, чтобы она медленно стекла.
Патёк всегда смотрится очень эффективно на тортах. Полностью закрою верх торта. С этой глазурью работаем очень быстро, потому что она быстро застывает. И теперь декорирую торт. У меня есть безе и зефир. Начну выставить сюда зефир. Все зефиры должны смотреть в одну сторону, как и остальной декор. Завершаю декор, насыпая насыпку сердечки. Наш красивый вкусный торт, классический малиновый с ванильным бисквитом, готов. Приятного чаепития!